Дубай ассоциируется с фешенебельными отелями, небоскребами, уходящими в небо, белоснежными пляжами и шопингом. Но это прежде всего восточная страна со своим, пусть и молодым, но колоритом. И если вы хотите прикоснуться к сокровенному, культуре и обычаям страны, то добро пожаловать в Аль-Фахиди, старый город Дубая. Территориально старый город находится рядом с районом Дейра и Бурдубай. Называют его здесь по старинке Old City, но местные делят его на несколько районов. Одну часть перед каналом Крик они делят на Аль-Фахиди и Аль-Сииф, а часть за каналом уже называют Соук, отдельно выделяя Голд Соук и Бахарат Соук. Рынок золота и специй. Добраться в сторону старого города удобнее всего на метро. Я советую доехать до одной из двух станций, либо до Аль-Фахиди, или до вот этой с непроизносимым названием. Погулять по старому городу и крепости Аль-Бастаки, а затем переплыть на другой берег через канал всего за $50 и прогуляться уже по рынку золота, специй и парфюма. А вот оттуда уже со станции Аль-Рас вернуться обратно, либо же все в обратном порядке. Только нужно учитывать, что станции метро в Дубае постоянно переименовываются. Обращайте на это внимание. Приехав на станцию метро, уже будет сразу понятно, что вы в исторической части города. Здесь, кстати, одни из немногих станций, расположенных под землей, в отличие от остальных наземных. Выйдя на улицу, сразу окунаешься в особую, иную атмосферу города, не похожую, скорее всего, на ту, в которой вы живете или отдыхаете. Здесь, кстати, сахарный тростник. Видели вы когда-нибудь? Я нет. Этот исторический квартал некогда являлся центром жемчужного промысла и торговли региона. И словно для иллюстрации славного прошлого, десятки торговых и рыбацких лодок Доу сегодня, как и сотни лет назад, бороздят спокойные воды залива. Район Аль-Бастаки – это место, где история оживает. Прогуливаясь среди ветряных башен и старинных зданий, вы легко можете проследить историю трансформации Дубая из рыбацкого поселка в современный мегаполис. Знакомство с городом я советую начать с посещения галереи Art Gallery, где представлены работы современных арабских художников, и культурный центр шейха Мохаммеда, где вам расскажут много интересных фактов об арабской культуре. В 2021 году билет на взрослого стоил 15, а для ребенка всего 5 дирхам. И за эти деньги вы получали посещение целых 5 музеев. Они, к слову, очень не похожи на привычные нам музеи, и думаю, что немного вас удивят, так как сделано здесь все, как и везде в городе, согласно последним технологиям. Дубайский музей находится в крепости Аль-Фахиди, построенной в 1787 году. Форт когда-то сыграл огромную роль в истории города. Первоначально был резиденцией монарха, а затем арсеналом и даже тюрьмой. Экспозиция музея дает возможность погрузиться в прошлое Дубая и увидеть, каким этот город будущего был 100 и 150 лет назад. А теперь давайте немного проведу вас по инстаграмным точкам этой локации.
Первое место – это Arabian Tea House. Сюда нужно как минимум зайти попить чай, а вообще здесь арабская кухня и можно даже позавтракать. Сейчас уже, к сожалению, на мой взгляд, это заведение очень популярно и разрекламировано. Здесь практически всегда много людей, но иногда можно застать еще и малолюдное помещение и сполна насладиться атмосферой. А вот это место очень часто видно в блогах путешественников и у любителей Инстаграма. Вторая инстаграм-локация у нас, назовем ее античный Starbucks. Очень милое и колоритное кафе, укромно спрятанное в глуби Альбастакии. Здесь вы можете насладиться чашечкой ароматного кофе или прохладного напитка с видом либо на канал, либо на сам старый город. Несмотря на то, что все эти дома и улочки современные постройки и никакого отношения к истории они не имеют, можно все-таки немножечко обмануться и сделать красивые и атмосферные фотографии. Кстати, если вам уже нравится это видео, то я вас попрошу поставить лайк и подписаться, если вы этого еще не сделали, так как алгоритмам YouTube нравится ваша активность на протяжении самого видео, и они будут его помогать продвигать. А я вам буду за это очень благодарна. Следующее место, которое я вам советую здесь посетить, это один из Heritage отелей. Это будет, поверьте, очень необычный опыт и масса незабываемых впечатлений в вашей жизни. Дальше обязательно нужно посетить местные базарчики. Gold и Spicy Souk на противоположной стороне и Grand Souk Бурдубай на стороне Аль-Фахиди. Ну где же еще можно почувствовать яркий арабский колорит, как не на знаменитых местных рынках? С незапамятных времен на берегах Арабского залива велась бойкая торговля. Купцы из разных стран съезжались в порт Дубая, чтобы продать свои товары. Сегодня же в районе Дейра располагаются знаменитые на весь мир рынки золота, парфюмерии и тканей. Рынок специй Spice Souk встретит вас буйством ароматов и выкриками бойких торговцев, наперебой предлагающих экзотические специи, пряности и травы. Здесь нужно обязательно купить маленький пакетик шафрана и сушеного заатара, самые популярные в регионе приправы для мяса и хлеба на основе тмина. И, конечно, дубайские финики. А еще здесь можно попробовать и купить конфетки на основе верблюжьего молока. Очень вам рекомендую как для себя, так и на подарочки. Как правило, местные рынки закрываются днем на длинный обеденный перерыв, так что лучше всего ехать сюда либо после обеда или в ранние предвечерние часы. И, конечно, сделать ряд колоритных фотографий на торговых рядах для своего инстаграма. А дальше я предлагаю вам затеряться в лабиринте старых улочек, поискать красивые двери и крыши и даже заглянуть в несколько местных двориков. А если вы, например, как и я, любите необычные двери, Аль-Фахиди будет раем для вас. Уверена, что здесь вы подберете как минимум несколько крутых вариантов для себя.
Исторический квартал Аль-Бастакия старейший в Дубае. Правда, некоторая застройка там датируется лишь 19 веком, но старее в этом городе ничего нет. Те лабиринты улиц с балконами и росписью на стенах, которые вы могли видеть на фото, это и есть Бастакия, сердце старого Дубая. А вот и легендарные здания с ветряными башнями, как живое свидетельство того, что и в Эмиратах когда-то не было кондиционеров. А вот еще одна довольно свежая локация, но уже очень популярная в Инстаграме. Это кафешка японских десертов, где можно прохладиться в знойную жару и подкрепиться очень вкусными десертами. Топ необычных заведений старого города продолжает ресторанчик индийской кухни, где помимо хлеба будут еще и развлечения. Следующее интересное место – это музей кофе. Там собраны все мыслимые и немыслимые сорта бодрящего напитка, известные на сегодняшний день человечеству. Если ориентироваться на аромат, больше всего меня впечатляют эфиопский, арабский и японский сорта кофе. Экспозицию дополняют антикварные принадлежности для помола и варки напитка. Судя по поверьям, есть еще одна интересная локация в этой части, где на крыше расположена качелька. Но я не нашла эту локацию, поэтому если вы знаете ориентир, где это чудесное место, сдайте, пожалуйста, явки и пароли в комментариях. И напоследок еще одно развлечение и достопримечательность – это Дубай-Крик-канал. По сути, это самая важная артерия города, которая делит эту часть на две – новую с небоскребами и высотками и на старую часть города. В гавани Дубай-Крик когда-то начиналась жизнь города. Этот канал уже не является важнейшей частью инфраструктуры, но исторической значимости у него не отнять. По сути, здесь и по сей день бурлит жизнь и происходит выгрузка и погрузка товаров знаменитой дубайской беспошлинной торговли. Вдоль берега есть много пристаней, от которых все желающие могут пересечь Дубай-Крик всего за 1 или 2 дирхама на доу. Это традиционная арабская лодка. Это водное такси, расплатиться за которое можно либо единой проездной картой НОЛ, либо за наличку и перебраться из Бастакии к базарам старого города. В этой части тоже есть чем заняться. Прогуляться по торговым рядам с золотыми украшениями, увидеть самое большое кольцо в мире, примерить золотое платье, но это уже совсем другая история. Кстати, у меня на канале есть видео про топ бесплатных мест в Дубае, где я об этом рассказываю, так что советую вам посмотреть. Ну а у меня на этом все. Я надеюсь, что это видео было вам полезным и подсказало вам немного новых классных локаций. Путешествуйте, тем более по стране, в которой вы живете. И до встречи в новом месте. Пока-пока!